Абсолютно для всех Новый год ассоциируется с чем-то светлым и приятным. Множество гирлянд, падающие с небес хлопья снега, запах мандаринов и предвкушение чего-то нового и светлого. В воздухе буквально рукой можно пощупать волшебство, и невольно готовишься к чудесам и радостям. Но иногда горе приходит в жизни людей, когда его никто не ждет. Но начнем с предыстории. Семья Петровых долго и упорно копила на собственный дом с бассейном, чтобы детям было побольше места, и малышня ни в чем себе не отказывала. Наконец, когда свершилось чудо и все домочадцы поселились на новом месте, счастью, разумеется, не было предела. У супругов Ивана и Людмилы подрастают двое малышей, 5-летний Андрей и 3-летняя Алена. Дети безостановочно резвились по дому, не было даже спокойной минуты, и радостный визг не прекращался. Довольные Иван с Людмилой испытывали безграничное счастье, что их дети ни в чем не нуждаются, и радовались жизни. И вот приближался самый долгожданный праздник — Новый год. Все домочадцы были заняты приготовлениями к торжеству. Дом украшали со всех сторон, готовились вкусные блюда и придумывались лучшие подарки. Когда доготавливались последние угощения, родители поняли, что что-то не так. Конечно, на фоне играла музыка, но не хватало чего-то еще, детского смеха и шума. Обычно постоянные крики не замолкали ни на секунду, а теперь в доме стояла почти что гробовая тишина. Иван с супругой принялись разыскивать дочь по дому. Но спустя 5 минут, обойдя все комнаты, поиски не принесли результатов. И единственное место, где могла быть девочка, это был подвал с бассейном. А когда Иван подошел поближе, там на дне он и нашел Алену. Мужчина мгновенно достал малышку с бассейна, но подняв ее, он понял, что девочка не дышит. Как рассказывал сам Иван, когда я достал дочку, она не дышала, пульса не было. Увидев ребенка, жена потеряла сознание, а брат Ивана бросился вызывать скорую. Первой мыслью было: надо самому везти малышку в больницу, но понял, что не довезу. Нужно было что-то немедленно предпринять. И, уложив дочку на полу, я начал массаж сердца, хотя никогда ранее этого не делал, рассказал глава семейства. Пока все ждали приезда машины скорой помощи, Иван все это время пытался вернуть к жизни единственную дочь. Скорая приехала быстро, минут через 10. Все это время Иван ни на секунду не отходил от ребенка. Только на минуту он уступил место врачу, который пощупал пульс, посветил фонариком в глаза и покачал головой. На отчаянные просьбы отца сделать хоть что-нибудь врач и фельдшер лишь пожимали плечами. Родители ожидали от них решительных действий, а по итогу вся их помощь заключилась в том, что они констатировали гибель. Но безутешный отец решил так просто не сдаваться, снова и снова массировал грудную клетку дочери, делая ей искусственное дыхание. Медики лишь качали головами, говоря: «Хватит издеваться над трупом бедного ребенка, как вам не стыдно». В это время к дому подъехал реанимационный автомобиль, и в комнату вбежала еще одна бригада врачей. Коллеги встретили их на пороге. «Мы сделали все возможное, ничего уже не поможет», — сказал фельдшер. На всякий случай, пощупав пульс ребенка и посветив глаза, врач отправился оказывать помощь маме, которая билась в рыданиях в соседней комнате. Но Иван не собирался останавливаться. Слышу, в груди что-то зашевелилось. Она дышит. Кричу: «Послушайте!» А медики смотрят на меня, как на сумасшедшего. Это воздух из легких выходит. Я дальше вдыхал и вдыхал в нее воздух, то рыдал, то молился, рассказывает Иван. Медики сказали, что вызвали полицию, а им необходимо ехать дальше. Я знаю, конечно, что через 20 минут оживить человека уже невозможно, но в той ситуации вообще утратил чувство времени.
Только потом я подсчитал, что в общем делал ей массаж сердца около 35 минут, и вдруг пальцы почувствовали на тоненькой шее какой-то толчок, говорит Иван. Когда отец девочки закричал «Пульс! У нее пульс!», его брат опять начал набирать номер неотложной помощи. К счастью, реанимационная бригада, которая приезжала второй, еще не успела отъехать далеко. Когда врачи вбежали в дом, они не поверили своим глазам. Сердце девочки билось. Иван быстро отнес малышку в машину, где ее сразу подключили к аппарату искусственного дыхания, сделали укол, и машина рванула в больницу. Врачи с трудом поверили своим глазам и потребовали, чтобы девочку перевезли в реабилитационный центр на лечение, заявляя, что она все равно останется овощем. К сбору средств подключились все родственники, друзья, соседи. Родной брат Ивана создал в социальных сетях группу в поддержку пострадавшей девочки, и в первые же дни удалось собрать деньги на лечение Алены. После длительной комы девочка заново училась ходить и говорить, тем самым доказав всем, что она настоящий боец и не собирается так просто сдаваться, хоть она и маленькая девочка. На данный момент с Аленой все хорошо. Малышка растет обычной жизнью, радуя своих родителей. Никогда не нужно опускать руки, всегда необходимо верить, даже если шансы крайне малы. Родительская любовь в который раз подтверждает тот факт, что чудеса существуют. Хотя сам счастливый родитель говорит, что всегда верил в чудо в новогоднюю ночь, и вот оно произошло. Главное верить в сказку и никогда не отпускать своих близких. Желаем этой чудесной семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.